Наша главная миссия в Хошимине завершилась почти удачно. Если вы еще не смотрели прошлую серию, время это исправить. А у нас остается еще целый день, и мы решаем посетить одно из самых значимых мест в Хошимине – музей Вьетнамской войны, или же туннели Кучи. Короче, взяли байк, сняли. Серега, здесь пауки! Ты не знаешь, какие здесь жесть! Там монстры! Там монстры! У доктора слезы на глазах, представляешь? Вьетнам не перестает удивлять. Но Хошимин – это не просто точка на карте, а большой город. И до нашей следующей локации нам еще предстоит добраться. Сколько я путешествую, логистика всегда одна из главных проблем. Вот серьезно, чужая страна, другой язык, сориентироваться не так-то легко. Сегодня покажем вам, с какими трудностями столкнулись мы. Если вы тоже часто путешествуете со страхом оказаться не в том месте, это видео точно вам пригодится. Сегодня наш трип осложняется тем, что от нас до музея целых 68 километров, а вечером у нас отправление обратно в Ничанг на слипбасе. И тут нам с Сергеем снова пришлось думать, как добраться до музея, посетить его, доехать обратно и при этом успеть на автобус. Автобус 4 часа с пересадками, такси, значит, почти 800 тысяч в одну сторону. Вот. Посмотрели, можно, оказывается, на байке. Байк стоит где-то 200-300 донгов на сутки. По времени Google показывает 2 часа туда, 2 часа обратно, 4 часа на дорогу, ну и час там. Я думаю, нам этого хватит. Итак, мы остановились на байке. Hello, this foreign? Foreign? No foreign? No foreign. Так, ребят, у нас новый квест. Аренда байка. Аренда байка в Сайгоне, Хошимине. Значит, мы сейчас находимся вне туристическом районе и понимаем, что здесь экономически невыгодно сдавать байки в аренду, потому что в аренду байк нужен только иностранцу, приезжему, туристу. А обычному простому местному вьетнамскому жителю байк в аренду не нужен, потому что он рождается уже с байком. Точнее, даже не с байком, а на байке. Поэтому сейчас на Google картах мы нашли локацию, 2 локации аренды байков. И сейчас пробуем там проверить. Значит, ну и параллельно... Ой-ой-ой, сейчас... Включил микрофон, забыл, что говорил без микрофона. Ну. Скажешь, отменит, может. Вообще жесткий директор, жесткий. Сразу чуть-чуть, сразу начинает замечания делать, замечания сразу. Молодец, вот это такой руководитель, такой твердый, знаете, у него не пошалишь. Да. Ну а что, я забыл микрофон, а ты уже кучу замечаний мне наделал. Нет, это я же шучу. И все припомнил, и микрофон припомнил, и жвачку припомнил. За смузи. Жестко, да, смузи, да, тоже. А как сам сегодня выбирал смузи с длинным названием, из картошки молчит. Я не злопамятный, просто память хорошая, да? Ну, короче, закончу я. О чем начал. Мы обратились к нашей знакомой Хиен, вот, и она нам скинула локацию в туристическом квартале аренды байков. Вот, сейчас мы, если Google нас подведет, нам придется брать такси и по наводке Хиен. Там-то точно будет не одна точка с арендой. Вот. О, а сейчас, видите, сейчас Google нам говорит: направо, ребят, давайте направо. Сейчас вы там увидите аренду байка, возьмете себе четкий байк и поедете в туннели. Давайте сейчас проверим, Google не чешет ли, может чесать. Так, hello, I need bike for rent. Google нас не обманул. Мы пришли к точке, где дочь с пожилым отцом дают в аренду байки. Только вот нам предложили огромные шоссейные мопеды. Нам такой не нужен. Ну, маленький. Они большие байки. Но после отец что-то шепнул дочери, и она предложила нам другой байк. Похоже, он принадлежал ей. Не хватает мне моего английского. Вокруг города, вокруг города. Будете ли вы использовать его в Хошимине или за его пределами? Скажи, куда мы собираемся еще. Вот, есть. Сейчас. Мы хотим поехать в музей. Туннели. Мадам, one day. Today. Một ngày. So this bike is okay. You want to try this? 300.000 một ngày. 300.001 день. Мы рассчитывали 200-250 донгов за один день.
В залог за мопед девушка попросила паспорт. Серега достал его, смотрит на меня, а в глазах ужас и говорит: это не наш. Оказывается, он перепутал документы и взял с собой только паспорт нашего друга. Пришлось отдавать ей такой. Благо, вьетнамцы нас не различают. Здесь нам, конечно, повезло, но не надейтесь на такую же удачу. Всегда перепроверяйте документы и вещи, которые берете с собой. Не допускайте наших ошибок. Но просто взять байк недостаточно. Туристы рассказывают разную жуть. Мопеды воруют регулярно, а он у нас под залогом. Во Вьетнаме недостаточно даже противоугонной системы. Говорят, были случаи, когда подъезжали на пикапе, бросали байк в кузов и уезжали. На такой случай многие мопеды имеют еще и GPS-метку. Хорошо, что наш не исключение. Всегда спрашивайте у сотрудников прокатов во Вьетнаме, имеет ли байк противоугонные системы, иначе свой залог вы больше не увидите. Короче, взяли байк, сняли. Так, ребят, нашли байк мы, там его забрали, 250 донгов заплатили, она 300 просила, 250 донгов заплатили, но это недорого, потому что мы его взяли на один день. Дождь, конечно, застал нас и нашу технику врасплох, но мы не унываем. Вьетнам – страна тропическая, и дожди здесь явление такое же частое, как местные на байках. Осадка выпадает много, поэтому дождевики тут продаются в каждом придорожном магазине. Едем в военные туннели, военный музей. Сейчас нам еще заправку надо найти. И, короче, нам надо еще до 7 успеть вернуться в Сайгон и потом успеть на Слипбас. Все, поехали. Вот, добрались мы до этих туннелей. Тоннели Кучи. Здесь музей. Здесь сейчас будем все это внимательно разглядывать. Добрались без приключений от Сайгона. 68 километров отмотали на байке. В принципе, за 2 часа доехали. Нормально. Значит, здесь платная стоянка. Не платная, охраняемая стоянка. За байк нужно не волноваться. Загнали, записали номер, дали билетик. Вот. Теперь, значит, здесь зашли, купили билеты за 125 донгов. Входной билет купили. Ну, сейчас пойдем смотреть туннели, и все остальное, все остальные достопримечательности. Здесь еще есть какие-то аттракционы 3D. Это пока оставим на потом. Сейчас пойдем. Приехали в туннели, но никаких туннелей не видно, скажете вы. Но на то они и туннели. Сейчас прямо под нами огромная сеть подземных помещений, которую выстраивали солдаты Вьетконга во время Вьетнамской войны. В туннелях они жили, ели, лечили раненых и готовили операции. Осталось только найти вход, и мы с вами все увидим. Блин, дождик начался. Серега, ты здесь с сигаретами поаккуратней. Это национальный парк, могут что-нибудь спросить. Может, поболтаем, обсудим сегодняшний день. Может, какие есть у тебя новости, чем ты хочешь поделиться эмоциями. Задница болит. А что? Когда тормозишь, ты, короче, скатываешься по двигателю. Опять назад пока. И вот эта вот зарядка уже надоела. 68 километров туда-сюда, ерзаешься. Да, ребята, находиться под этими огромными деревьями – чувство непередаваемое. Кто-нибудь знает, как они называются? Вон там военные, видишь, убирают траву. Высота, красота. Парк огромный, ну без гида, да, здесь, конечно, тяжело что-нибудь понять. А это такое растение интересное, похоже на елку, но это не иголки. У нас очередной квест. Приехали. Музей Кучи. Туннели Кучи приехали. Вот. Приехали. Но оказалось, все не так просто. И непонятно, куда идти, что смотреть, где что находится. Сергей говорит, здесь где-то еще тир есть, можно там с пулемета пострелять. Выстрелов не слышно, видимо, может быть. Вот. Надо разбираться. Пойдемте будем. О, солдаты. Мы прочитали в интернете, что здесь можно пострелять с пулемета. Và chúng ta đọc trên internet rằng bạn có thể bắn súng máy ở đây. О,
Да, вот это красотища. Это Хошимин, его изображение. Ну все, пойдемте. Вон там надо, туда идти. I'm from Kazakhstan. Я подошел к нему, сказал, что мы прочитали в интернете, что здесь можно пострелять с пулемета. Он сказал, да, да, окей. Вот туда, говорит, идите, там все у вас будет. Поэтому идем. Тут, конечно, это все мощное, красивое, могущественное. Класс. Эти, они похожи между собой строения. Вот китайские, тайские, вьетнамские. Вот. Единственное вот отличие, вот здесь я замечаю, что здесь на гребнях, на концах этих завихрений, здесь драконы. Вот в Тае я таких драконов не видел. А в Китае, не помню, сказал идти туда прямо. Так, здесь обелиск. Это манго, похоже. А нет, нет, это помело. Да-да, это помело. Пойдемте, пока ничего не закрылось, пойдемте быстро посмотрим, что здесь есть интересного. Что, пройдем по веревочному этому? Попробуем? Ну-ка. А, тут видишь, тут должен быть этот гид, да, или как правильно его называют. Ну, идем дальше тогда. Hello. Hello. АК-47. Ну-ка, с какого ты хочешь? Это оружие, с помощью которого велась война здесь, да? Все оружие, которое участвовало в этой войне. Посмотрите. Танк, самолет, эти вездеходы, вертолет. А, вот мы вот здесь были, на этой пагоде, да? Так. Да. Ой, как прожигало металл. Да, алюминиевый. Что там закрыто все? Да, вот это техника. Махина, смотри какая. Там что-то свет горит вроде. Сейчас Сергей рассказывал, как происходили здесь. Ну, он смотрел фильмы, интересовался. Там 3 этапа, что ли, было по высоте. Верхний туннель, нижний туннель. 3 этажа, да? Так делали глубже, выше. Когда американцы газ закачивали, если в туннель, они отсекали его водой, затапливали специально, и газ уже не приходил. Там еще вентиляция еще должна быть. Они там умудрялись такие тонкие вентиляции через дерево делать. Листики мы помечали на каком стволе, там, допустим, желтые лежат листочки, а один красный какой-нибудь. Серега примерно знает минимальный бюджет, который нужен для того, чтобы пострелять. Ого. Дуплетом, значит, говорит, минимум надо заплатить 600 донгов, 600 тысяч донгов, 12 тысяч тенге, 10 выстрелов, чтобы было минимум. Посмотрите. О. Это они плотинку сделали, что ли? А что это такое? Давай посмотрим. Здесь, понятно, бассейн. А что за лестница? И что там внутри этой бочки? Тоже, может, какой-нибудь туннель, да? Кто знает? О, смотрите, какие львы здесь. Это не львы, а что, драконы резные. Смотрите. Ну вот, а тут параллельно идут работы. Вьетнамцы, они вообще трудолюбивый народ. Спокойно работают, чинят. Что такое? Это забыл, называется, она безопасная. Ну-ка, с чего там лука? АК-47. Здесь что, сувенирчики? Ну-ка, сувенирчики. Панамки, бейсболки и различные... Так, это что? Да, идея. И различные брелки. Это свисток, что ли? Ну, такой в самолете нельзя проводить, наверное. Такого, конечно, нельзя. Ну, здесь вот образцы, да, образцы есть. АК-47, какой-то М16, М60 и М30. Что ты видишь? Серега хочет пару гранат бросить. Все, директора призвали в армию. За цевье держись. Все, отстрелялся? Да. Понравилось? Game over? Да. Все, давай. Так, доправились мы до тоннеля. Оу! Hello. Так, ну вот они. Орудия убийства, которые использовались во Вьетнамской войне. What? I don't understand. Бутин? Не понимаю, не понимаю. Кто министр? Я не понимаю. Sorry. Окей. В общем, билеты мы по 125 донгов заплатили. Это, оказывается, вот вход сюда, в туннели. Вот у нас проводник есть. Сейчас он нам покажет туннели. Туннели и ловушки. Или что-то еще. Так, это инструкция. Надо почитать. Давайте-ка. Смотри-ка, Лиана. О, класс. У ребят уже рабочий день, видать, заканчивается. Все, они все закрывают. Идем. Шутинг был. Сейчас будут туннели.
Так, опа. А нам что-то здесь не показали. Вьетнамские партизаны там в дозоре стоят. Что-то он нам ничего про них не рассказал, не показал. Окей. Погнали. Блин, интересно, ребятки. О, вот так они прибегались. Ребята, ну конечно. Это... Опа, летучая мышь. О, да. Оп, здесь закрыто. Прохода нету. Оп. Опа. Опа. Опа, наконец-то свежий воздух. Выходи, выходи. Да, Серега, ты дай, а то я сейчас упаду. Не торопи, пожалуйста, друг мой. Вентиляция. Вентиляция. Вот отсюда выходила где-то вентиляция с таких вот качелен. Вот это да. Very good. Молодцы, пацаны, красавчики. Отсюда я залез. Вот он, вход по этим ступенькам. Так. А вы бы осмелились пойти туда с такими-то звуками? Хотя что я спрашиваю, оплачено же. Так, здесь снайперы работают. Жесть. Это что такое? Это что за животное? Ребята, кто знает, что за животное? Оно огромное, я не знаю, я боюсь. Руку. Оп. Не надо, не дай бог прыгнет. Не надо. Так, вот. Серега, здесь пауки! Кто это? Ты не знаешь, какие здесь жесть! Опа, бойницы, прикинь! О, да! Как Индиана Джонс! Пошел я отсюда. Уходим. О, еще один! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ребята, все, я пошел. Нафиг! А увидев внутри такое, вы бы все еще осмелились туда залезть? Пишите в комментариях. Вообще, перед поездкой в какую-либо страну изучайте не только географию и инфраструктуру, не забывайте про местных обитателей. Сезон каких-нибудь насекомых, цветение растений, ядовитые змеи – все это может испортить вам отдых. Во многих странах также есть сезоны дождей. Там монстры! Там монстры! Там это жесть, Серега, это жесть. Монстр, держи. О, вот, так, ловушка. Ловушка. Трап. Опа. Колья там. Кратер бомба. Кратер от бомбы. Вот какая воронка. Метров 8 и глубина метра 3-4. Все вот эти зелень, растения, это все, это уже все новое, все выросло уже после взрыва этой бомбы. Диаметр Сергей вот на глаз определил. Что это? Collapse tunnel. Collapse. А, просел? Просел. Туда обвалились туннели. Окей. Original size. Друзья, тоннели Кучи были расширены искусственно, специально для туристов. Наш гид говорит original size, оригинальный размер. Вот по таким крошечным лазейкам перемещались солдаты Вьетконга вместе со всем своим вооружением. Представляете? Ну, предлагаю. Гид у нас юморной, молодец. Предлагай, давай, говорит, залезь туда. Опа. Там тоже, тоже, ладно, пойдем. О, вон иди, Серега, иди посмотри, вон он там. Чужой, иди посмотри, туда загляни, там чужой. Да ты просто посмотри, что ты трусишь. Да одним глазом посмотри, ты хоть посмотришь, что это такое. Он не прыгает, не бойся. У него как у чужого, знаешь, этот челюсть вылазит. Не включается этот что? Свет. Включается? Ну не включается. Может, включить фонарь использовать. Ты сначала выключи камеру. Иду. Зовет уже, говорит, опа, иди сюда. Так. Опа. Ага. Сюда, идем. Опа, во. Опа. О! Пацаны, Серега, беда. Он меня напугал. Посмотри. Они ему операцию делают. Докторам пальцы поотломали зачем-то. А смотри, у доктора слезы на глазах. Представляешь? Подушка, смотри, какая жесткая. Слушайте, ну жутко, конечно. Это принесли людям, надо же, столько горя. А люди не сдались. Выжили. Оп! А тут... А это санитар несет больного, раненого. Да, раненого несут. Vietnam people is герой. Hero. Vietnam people. Yeah, very hero. Oh,
Thank you. Thank you. Hero. Штаб. Да. 15 meters. 50 метров, да? Окей. Короче, штаб. Ты полезешь? Я не полезу. Я видел это по видео. Ну полезли. Ладно, пошли. Сейчас будем карабкаться. Правильно, нечего ездить. Что ездить, Серега? Вот так, тут туннельчик опять. Опять задница Жевгения. Вот так они ходили. И он все глубже, прикинь. Опа! Вау! Ой! Hello! И вот так они здесь сидели в темноте и слушали командира. О! Опа, капкан. Представляете, вот такие ловушки. А что людям оставалось сделать? Им надо было как-то... Go inside. Серега, это жесть. Короче, они нас сейчас по этим туннелям погоняли. Говорит, какой выбираешь путь? Длинный или короткий? Я говорю, длинный. Ну, смотри, говорит, там чем дальше длинный путь проходишь, тем он становится меньше. Я говорю, давай, пошли. Все, пошли. Вот с этим пацаном, пошли, давай. Пошли мы. И гусиным шагом, он-то молодой, шустрый, как чухнул. Хочется скорее на улицу, поэтому мы спешим, торопимся, скачем. И потолок все ниже, и мы спиной по этому потолку шоркаем. Вот, потом догнали мы его, он нас подождал. Говорит, что, еще хочешь? Там опять развилка. Это, говорит, дальше, глубже. Это на выход. Вот, ну и все, я сдался. Ну и по завершению экскурсии нас накормили бататом. Маньока. Маньока. Как это называется? Маньока. Картошка? Да, маньока или... Ребята, тема маньока. А тут все у них орехи и сахар. Класс. Я первый раз ем маньоку. В общем, рекомендую экскурсию эту. Очень интересно. И закладывайте. Ну, лучше ехать, конечно, с группой. С русскоязычным гидом, который расскажет, поддержит. Самостоятельно можно поехать, но это будет, я думаю, не так интересно, не так организовано. Красавчики. Kitchen. А, это кухня. Это их армейская полевая кухня. И ходы. Ходы вон там. И наверняка здесь и капкан есть. Вот они, вьетнамки, знаменитые вьетнамки. Подошву покажи, с чего Опа! делают. Это покрышка. Вот с покрышки делают. Вон покрышки. С них нарезали вот эти сандали. Так они обувались. Погуляли мы хорошо, но как пришло время ехать обратно, осознали, что уже опаздываем. А ведь у нас автобус до Ничанга. Мы быстро забрали с охраняемой стоянки наш байк, прыгнули на него и помчали, выжимая педаль до отказа и стараясь успеть. Прямо! 3 километра прямо. Прямо? Да. Мы попали в час пик, когда вьетнамцы едут со своих работ. Нервничали, боялись опоздать. Но совсем страшно нам стало тогда, когда мы поняли, что неверно отметили место на карте, откуда мы брали байк. Мы долго пытались отыскать точку аренды, но ночной город выглядел совсем не так, как днем. В итоге мы решили вернуться к депортационному центру и от него поехали тем же маршрутом, каким мы шли, когда искали прокат байков. Но даже когда мы нашли место, где взяли байк, у нас возникли сложности. Дед, который днем принимал наши документы, отказался возвращать их нам, потому что решил, что мы не похожи на их владельца по фотографии. Я напомнил, что вообще-то на фотографии и правда были не мы, но днем его это не смутило. Мы все же успели добраться до остановки и попали на наш слипбас. Да, Вьетнам не перестает удивлять. Опа, это что за пультик, представляете? А теперь смотрим внимательно. Подсказка. Догадались? Если догадались, пишите в комментариях. Это массажный механизм, встроенный в сиденье. Смотрите. Да, вы все правильно поняли. Здесь есть массаж. Билеты обратно в Ничанг стоили в 2 раза дешевле, чем в Хошимин. Все потому, что в Хошимин мы ехали на слипбасе новой модели, а обратно на старой модели. Только вот старая модель оказалась куда лучше и удобнее. Только зря переплатили. А наше путешествие в Хошимин заканчивается. Проснемся мы с вами уже в солнечном Ничанге. Там нас ждут новые задачи. Мы расскажем вам, как безопасно снять байк в аренду. Послушаем удивительную вьетнамскую музыку и побываем на массаже у слепого мастера Саши. До встречи в новом выпуске, друзья!